С детства больше Е5 играл. Ну, просто мне было прикольно, скандинавка. Он довольно такой скучный, с ничейными тенденциями большими. Никто не нашел там противоядия за белых. Так в основном не играют. Всем привет! Вы на канале Virtus.pro, меня зовут Андрей Сипенко. И сегодня мы составим тир-лист лучших дебютов за черных, по моему мнению. А вы не забудьте подписаться на канал. Каракана я поставлю, наверное, тир А. Хотя он мог бы быть и в тир С, мне кажется. Дебют хороший. Можно показать, как он получается. Вот после C6 получается защита Каракан. У меня хорошие воспоминания на канале вы могли видеть. Я разбирал партию против Сергея Корякина, поэтому довольно памятный для меня такой дебют. В целом, по детству я, наверное, лет с 12, может быть. Да, в принципе, и сейчас могу сыграть. То есть дебют хороший. Много его использовал и использую. И в элите, в принципе, вот, например, Алиреза Феруджа, по-моему, довольно часто его играет. И, в принципе, там практически все на высоком уровне много его играют, поэтому дебют мне нравится. Часто идет к нестандартным позициям, интересным. В основном выбирают для того, чтобы сыграть на борьбу, получить какую-то интересную позицию. Этим он мне как бы нравится. Русская защита, это, я думаю, в тир С можно поставить. Хотя, если мы выбираем именно по моему мнению, то я бы Каракан поставил бы в тир С, и русскую защиту бы, наверное, в тир С поставил. Именно потому, что я, люблю эти дебюты. Мне нравится. Вот русская защита, например, это такой огнеупорный дебют. Это, наверное, сейчас наибольшая проблема в дебютном плане за белых. То есть, если белые играют Е4, то на высоком уровне, вот если соперник играет русскую защиту, то это становится большой преградой. Вот, поэтому русская защита — это сейчас на данный момент один из лучших дебютов. Он довольно такой скучный, кто-то может сказать, с ничейными тенденциями большими. То есть, в отличие от Каракана, там в меньшей степени получаются какие-то интересные, нестандартные позиции. Вот. Это скорее для профиков таких худший дебют. Е4, Е5, конь F3 белые играют, и здесь конь F6. Ну и тут теория дальше как-то развивается, это, наверное, не суть важно, но один из, из самых таких солидных, плотных дебютов, как вот раньше, там лет, не знаю, 10-15, да и вот последние пару лет был Берлин, то есть вот такой дебют. Слон B5, конь F6. Тоже это вот считалось главной проблемой за белых в дебюте. Очень долгое время сейчас это скорее русская. Хотя Берлин тоже никто не нашел там противоядия за белых. Скандинавскую поставлю, наверное, в тир А. Практически в своей жизни не играл. Единственный был период, когда началась пандемия, ковид, все сели дома играть в шахматы, то есть нельзя было никуда выехать практически. Вот, и я, значит, сел и проанализировал этот дебют за черных, и его много играл в онлайн, непонятно зачем. Результаты были не очень у меня хорошие, но тем не менее, как-то я его играл. Просто мне было прикольно, скандинавка, Е4, D5. То есть такой сразу агрессивный выход из дебюта у черных, сразу выходит ферзь. Там в основном на него нападают белые сразу, и тут много разных отступлений, вот на А5. И, значит, потом там черные могут и в длинную где-то рокировку ходить, если поагрессивней хотят выйти. Дебют не самый хороший, но и не самый плохой, так скажем. Играть можно, черные не проигрывают, в общем, вполне себе. Сицилианская защита — это, конечно, тир С дебют. Е4, С5 — это, наверное, лучшее даже исторически. Е5 и С5 — это исторически, мне кажется, два таких самых лучших хода. И в сицилианке есть огромное количество дебютов. То есть вот Найдорф, есть разные паульсоновские расстановки после Е6. Просто бесчисленное их количество. Дракон, получается, вот как-то так. Есть просто дракон, есть улучшенный дракон. В общем, тут куча всего. Поэтому сицилианка очень богатый дебют, очень интересный. Часто получаются агрессивные позиции. Он мне, в принципе, очень нравится. Я его, так получилось, исторически мало играл черными, потому что в первую очередь как-то с детства больше Е5 играл. Это не отменяет того факта, что дебют великолепный, один из лучших. Защита Алехина, либо наравне с скандинавка, либо, может быть, в тир Б. Алехина я, наверное, поставлю пониже. В тир Б, Е4, конь F6. Да, вот Е5, конь D5, как-то конь сразу выходит. А вперед дебют не проигрывает, его очень
часто применяет Александр Бортник в онлайне. Да не только в онлайне, но просто он в основном играет в онлайне. Меня как бы обыгрывал много раз. Он считается таким специалистом по дебюту, но ни у кого больше не получается играть этот дебют, мне кажется, хорошо. Поэтому он не для всех. Но если вам подходит, и вы изучите партии Бортника, то это может стать не тир Б, а тир С. Дебют, как и скандинавская, нельзя сказать, что он проигрывает или там выигрывает. Нет, просто получается позиция в основном с перевесом у белых, но сложная игра, можно бороться. Опять же, дебют не проигрывает. Французская защита, это, наверное, сейчас тир-С. Когда я рос, вообще французская защита, мне кажется, дебютом тир-С не считалась, как мне, по моим личным ощущениям. Сицилианские, какие-то вот испанские, итальянские были впереди. А сейчас как-то времена изменились, компьютеры стали сильнее, и французская вообще стала просто прекрасный дебют. Славянская защита. Вот у нас здесь есть славянская и полуславянская. Вот вообще славянка это получается вот так, пост c6. А Семислав, почему-то он так называется, понятия не имею почему, но как-то вот так, что ли. Да. И оба этих дебюта, то есть для меня славянка дебют хороший, но дебют хороший как раз-таки из-за Семислав. Вот это основная позиция, белые играют так, ну есть еще разные ходы другие, но вот это вот как бы считается основной линией. И здесь, по сути, Е6 главное направление, очень богатое, очень интересное. Вот. Есть еще ход ДЦ, но он, по моему мнению, чуть менее... Хотя он тоже хороший, но просто Семислав для меня как бы вот номер один, а остальные линии уже чуть вообще похуже. Ну, есть Чебаненко вариант. Вот, ну, это уже как бы слишком, наверное, глубоко. Да, и это дебюты, я думаю, тир-С однозначно. Очень хорошие. Наверное, вместе их можно поставить туда. Примерно одно и то же. Теперь остались у нас такие дебюты, похожие на скандинавскую Алехина, по моему мнению. То есть защита перца Уфимцева. Это, я думаю, тир-А дебют на самом деле. Получше защита Алехина, как мне кажется. Словно у черных выходит на G7 при каком-то порядке. Ну и в основном это играется черными на борьбу. Прям четкого перевеса здесь у белых какого-то нет. Тоже вот сложные какие-то позиции. Так в основном не играют люди на высоком уровне друг против друга именно в классику, потому что как раз-таки риски высокие. То есть в блиц, рапид на высоком уровне играется, либо вот на уровне пониже, даже в классику, в принципе, можно играть, наверное. Сейчас просто такие времена, что любой дебют черными можно с компьютером отстаивать, потому что оценки чуть изменились. Сейчас как бы черными, да, можно играть практически все, что угодно. Для меня все-таки не тир-С дебют. Да, и защита Филидора, наверное, на том же уровне примерно, как и скандинавская. А Филидор я сейчас тоже покажу. Е4. По-моему... Да, вот как-то так получается. D4, видимо, мы бьем. Конь F6, конь C3, слон D7. И еще, по-моему, еще есть какой-то порядок ходов, что типа вот черные так играют. Конь F6, конь C3, здесь Е5. А, нет, это пишет Defense пишет. В общем, для меня это тоже Филидор. Да, вот это Филидор. То есть вот есть вот такой Филидор, а есть Филидор вот такой. И на самом деле я даже вот видел, какой-то курс вышел не так давно у какого-то гроссмейстера по этому дебюту за черных. Там он неплохо все это разбирает. То есть его тоже можно играть, но, опять же, не тир-С, но и не тир-Б. То есть поэтому для меня это тир-А. Дебют не проигрывает, но и непонятно, собственно, зачем его на высоком уровне играть. То есть есть вот в тир-С дебюты, которые меня вот, гораздо больше привлекают, так скажем. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Пишите свои любимые дебюты в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!